Пробежимся по настройкам. Сейчас попробую установить телефон так, чтобы было видно экран. И покомментируем, что у нас тут есть в настройках. По большому счету, настройки дисплея на Toyota Prius в 30-м кузове весьма скудные. Гораздо лучше можно настроить под себя Prius с помощью диагностического оборудования, подсоединенного к вашему автомобилю через OBD2, как я это делал в предыдущем ролике по отключению пищалки заднего хода и пристегнутого ремня. Но сегодня речь идет у нас про меню вот это вот. Итак, по порядку. Зайти в меню можно, нажимая, я сейчас специально переключил так, чтобы вам было видно, какие кнопочки я нажимаю. Вот я нажимаю Disp, вот я нажимаю Trip, там, ну, не важно. По большому счету все настройки будем осуществлять кнопочкой Disp, так как когда мы зайдем в настройки, вот эти вот кнопки, стрелочки, они будут не срабатывать. Заходим в меню, клацая Disp, доходим до меню, где настройки. Нажимаем и удерживаем дисп. Соответственно, заходим в меню настройки. Что мы тут имеем? Вариант эко, переключение рулевого управления, часы, язык, выключить экран и выход. Все, больше в принципе особо тут ничего и нету. По порядку. Заходим еще раз. Эко, если мы еще раз нажимаем, долго удерживаем, мы заходим в вариант выбрать. Коротким нажатием выбираем, что нам нужно, включить или выключить. Если же мы включаем вариант эко, то сейчас мы выйдем с меню настроек, я покажу, о чем идет речь. Это в принципе будет ли загораться или не будет у вас загораться вот здесь вот, когда вы находитесь в индикаторе гибридной системы. Вот этот вот лепесточек, сейчас попробую показать его. Где он тут? Вот этот вот лепесточек. Вот вы когда едете экономно, у вас загорится или не загорится индикатор гибридной, вот этот листочек. Все. То есть подсказывая вам, что вы едете экономно. В принципе, вся функция его заключается только в этом. Я его выключил только чтобы не выгорали на дисплее лишний раз эти пиксели. Тут выключаем. Так, следующее. Переключатель рулевого управления. Сейчас вы обращаете внимание, вот загораются вот эти вот переключения, когда я касаюсь на рулевом управлении. Если же мы заходим и выключаем его, этот переключатель рулевого управления, вот я его выключаю, все. Теперь я сейчас касаюсь кнопочки Disp, а он не загорается уже. То есть, в принципе, все. По этому пункту обратно включаем, чтобы вам было видно, что я тут трогаю. Дальше. Часы, выбор часов, 24 часа или 12-часовой формат времени. То есть, если мы сейчас выбираем 12-часовой формат времени, вот у нас 17:32, да? Если мы выбираем 24-часовой формат, 19:32. Язык. Заходим в язык, выбираем, какой язык нам нужен. У меня вот есть английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и русский. То есть, если мы меняем, допустим, на английский, выходим теперь из меню настроек, у нас уже не настройки, а settings, да, не индикатор гибридной системы, да, там, а инженер-мониторинг, ну и так далее. То есть, в принципе, будет просто все на английском, либо на испанском, на немецком, там, на какой вы выберете язык. Но тем, у кого вообще отсутствует русский язык, можно перепрошить, сразу скажу, перепрошивка с добавлением русского языка, это, как показывает практика, разобрать весь парприз, снять панель приборов, разобрать ее и только тогда ее перепрошить. То есть это не просто так подсоединил ОБД разъем там и прошивочку поменял. Не все так просто. Так, что у нас по языкам? Выключить экран. Вот тут функция такая интересная. То есть мы, если выключаем экран, вот выбрали, все, у нас экран выключен. Вообще выключен. То есть если я нажимаю на кнопочку Disp, у нас появляются настройки. Еще раз, все. Еще раз, настройки. Все. У нас отсутствует, в принципе, индикация гибридной системы, индикации там всяких непристегнутых задних ремней и так далее и тому подобное. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот когда мы едем в темноте ночью,
чтобы меньше глаза раздражало, вы выключаете этот экран, чтобы он вас не отвлекал. Делаете подсветочку чуть-чуть тускнее, то есть вот так вот. Тускнее делается вот этой вот кнопочкой. Вот она кнопочка, вот мы, оп, и меняется ярко подсветка или тускло. Потом, что еще можно выключить для того, чтобы не раздражало? Нажимаете на кнопочку Disp на магнитоле. И у вас есть вариант. Либо сделать дневной режим. Это когда подсветка ярко будет светить. Включить и выключить его. Так как у меня сейчас включены габариты. Вот. То есть, если я габариты выключаю, дневного режима не будет предлагать. Он в автомате. А при включенных габаритах можно ярче экран сделать. Либо вообще выключить экран. То есть, выключаем полностью экран. И когда вы едете в полной темноте, сделав тускнее подсветку спидометра, выключив вот тот экранчик, выключив вот этот экранчик, вас меньше будет раздражать то, что здесь светит и мелькает. При этом магнитола остается работать, она работает сейчас, то есть можно там громкость регулировать, она появится сейчас раз и уберется. Вот. То есть в принципе вот этот режим используется именно для этих целей, то есть вы выключаете экран этот. Еще раз удерживаем, заходим обратно в настройки. Включаем обратно экран, выбрать он, удерживаем, все. Ну и выйти из меню, либо выход нажать и удержать, либо просто подождать там 10-15 секунд, и у вас выход сам осуществится. В предыдущем видео мне прикнули, что я не рассказал про то, как регулируются зеркала. Зеркала регулируются элементарно. Вот здесь вот расположен переключатель. Вы включаете левое зеркало, вверх-вниз, влево-вправо. Посередине ни одно из них не будет, чтобы случайно не отрегулировать. И правое зеркало вверх-вниз, влево-вправо. В принципе, все. Заодно расскажу, вот здесь есть еще кнопочка такая интересная для омывания фар. На ней нарисована фара. Когда вы омываете, брызгаете на фары стекло, не на фары, а на лобовое стекло очистителем для стекол, вы брызгаете, через несколько раз срабатывает омыватель фар. Принудительно можно хоть 10 раз подряд омыть фары, нажимая на эту кнопочку. То есть у вас будет срабатывать омыватель фар. Но при включенном, соответственно, свете. То есть срабатывает омывание фар. При выключенном ближнем свете это не срабатывает. И при выключенном ближнем свете, сколько раз бы вы не омывали стекло, не нажимали на омыватель, тоже не будет срабатывать омывание фар. То есть стекло будет омывать, а омыватель фар не будет включаться. Как-то так.